Дубль номер 2. Привет, я Георгий Кощиновский. Сегодня мы с вами поговорим о маркетинге. Маркетинг состоит из двух составляющих. Первое – это привлечение клиентов, и второе – это удержание клиентов. Когда я был в Стамбуле, я подходил к успешным операторам шеринга, задавал им вопросы, какие особенности есть у успешных операторов, чего не делают те, кто там еле существует или банкротится. Они ответили, что вся разница в маркетинге. Люди, которые тратят все деньги на то, чтобы закупить электротранспорт, закупить софт и запустить, и не оставляют деньги на маркетинг, они обычно проигрывают. Те люди, кто оставляет там 30-35% на маркетинг, на то, чтобы построить теплые взаимоотношения с клиентом, они строят стабильный, прибыльный бизнес. Итак, давайте рассмотрим по шагам, как настроить систему маркетинга в вашей компании. Начнем с того, что поговорим о том, как привлекать новых пользователей. Для привлечения новых пользователей отлично подойдет инструмент, это бонусные коды. Это код, который клиент вводит в вашем приложении и получает бонус на свой счет. Либо бесплатную поездку, либо какое-то количество денег для того, чтобы совершить эту первую бесплатную поездку. Вы как дилер даете ему попробовать ваш сервис, чтобы он ему понравился и он на него подсел. И это работает. Особенно в начале того, когда ваш шеринг только открылся, и вам нужно быстро собрать большую аудиторию, чтобы они как можно быстрее протестировали ваш сервис. Для того, чтобы быстро распределить коды, вы можете опубликовать их в местных СМИ. Они с удовольствием опубликуют такую статью, и это будет отличный трафик для этого издания. Вы даже можете выбрать, с кем вам работать и у кого опубликовать свои бонусные коды. Когда вы собрали клиентскую базу с помощью бонусных кодов, вводите реферальную программу. Реферальные ссылки в вашем приложении помогут вам вирусно распространить информацию о вашем бренде, о вашем сервисе. Когда клиент уже попробовал, он хочет посоветовать это другу, если это действительно полезный сервис в городе. Он ему отправляет реферальную ссылку, получает бонус самостоятельно и отправляет бонус своему другу. То есть это win-win situation для каждой стороны, которая получает эту реферальную ссылку. Я думаю, большинство из вас уже знакомы с этой системой. Uber достаточно хорошо ее использовал, когда масштабировался на весь мир. Важная составляющая маркетинга – это ивент-маркетинг. Ивент-маркетинг – это мероприятие, которое вы организуете и вовлекаете в историю со своим брендом. Это работа в поле, когда вы организуете мероприятие для того, чтобы обучить людей, как пользоваться электротранспортом. Либо обучить их, как безопасно этим пользоваться. Либо это просто праздник, на котором вы даете возможность бесплатно покататься, там больше узнать информации, сделать какие-то подарки. То есть сделать теплую связь со своим брендом. Это именно то, что поможет вам при последующей конкуренции. Когда появится много игроков, то клиент будет выбирать, во-первых, ближайший самокат, а во-вторых, бренд, к которому он тепло относится. Для того, чтобы ивент-маркетинг работал эффективно, я советую нанять профессионалов. У них уже есть люди, которых они могут быстро привлечь, они быстро согласовывают площадки, могут напечатать печатную продукцию, отследить отклик в социальных сетях, донести ваш месседж. Заплатите профессионалам, ставьте им цели, что вы хотите достичь с помощью планируемого мероприятия. Такие встречи, они прокачивают культуру потребления новой услуги, в частности, сервис шеринга электротранспорта. Дополнительный бонус, который вы получите с мероприятий, это контент, который вы сможете размещать в своих социальных сетях. И это будет настоящий живой контент, который размещается о ваших пользователях. Потому что когда вы размещаете контент со своими пользователями, это про них. И ваши пользователи, они это видят, они это чувствуют, и создается более теплая взаимосвязь с ними. Важная составляющая в маркетинге – это наружная реклама.
Однако, наружную рекламу я имею в виду не в традиционном смысле, что это какие-то билборды, где вы размещаете логотип своей компании и слоган. Это оформление вашего транспортного средства. Ваше транспортное средство само по себе является отличным носителем рекламы. Потратьте, пожалуйста, дополнительные деньги на дизайнера, чтобы он вам разработал дизайн вашего транспортного средства, его оклейку. То, как вы доносите информацию для своего пользователя, как пользоваться вашим девайсом, какие эмоции передает ваш бренд. Посмотрите, пожалуйста, на больших игроков, которые в вашей сфере занимаются шерингом. У электросамокатов я бы посоветовал обратить внимание на компанию Lime, как у нее оформлен ее самокат. На самокате должно быть написано, как пользоваться этим сервисом, и должны быть яркие насыщенные цвета, чтобы в городе можно было увидеть этот самокат издалека и принять решение о поездке. Что касается электровелосипедов, это компания Jump. У них отлично структурировано прописано на велосипеде, как им пользоваться. И они красные, их издалека видно. Отличное решение. По электромопедам я бы советовал обратить внимание на компанию Felix. Это голландский игрок, который очень стильно оформил свои электромопеды. Либо на компанию Scooty. Это бельгийская компания, которая работает по всей Европе. У них тоже достаточно достойное оформление их электротранспорта. Отлично, мы с вами поговорили про привлечение клиентов, теперь давайте поговорим о удержании клиентов. После того, как вы привлекли к себе большое количество пользователей, важно их удержать. Самая важная часть в удержании клиентов – это тот опыт, тот user experience, который получает клиент при взаимодействии с вашим сервисом. Те эмоции, те чувства, которые он испытывает. Если они положительные, клиент продолжает пользоваться. Если они негативные, отрицательные, он уходит из сервиса и советует своим знакомым тоже не пользоваться, потому что он пережил какие-то неприятные переживания. И самое главное, что отделяет положительные переживания от отрицательных переживаний, это техническое состояние вашего транспортного средства. Техническое состояние транспортного средства влияет напрямую на тот опыт, который получит ваш клиент, когда будет совершать поездку. Поэтому важно держать свой парк электротранспорта в высоком техническом состоянии. Еще раз повторю. На удержании клиентов очень важно держать высокую планку технического состояния своего парка. Максимально высокую, насколько она возможна. Львиная доля этого бизнеса, она состоит в том, чтобы построить операционные процессы по обслуживанию транспортного средства, по поддержанию его в высоком техническом состоянии. Поэтому на удержание клиентов это номер один, на что нужно обращать внимание. Сделайте чек-лист, по которому ваши техники проверяют электротранспорт перед тем, как выпустить его на улицу. Сделайте недельные осмотры ваших транспортных средств и выявление слабых узлов. Введите статистику, какие части самые хрупкие, заменяйте их до того, как они сломались. Потому что если они сломаются в поездке у клиента, это негативный опыт. И он, скорее всего, тогда от вас уйдет. Вы должны предугадывать эти моменты и давать клиенту высокий уровень сервиса. Тогда клиент будет к вам привязан и будет постоянно генерировать вам выручку. На удержание клиента влияет техническое состояние оборудования и софтовая часть того, что он видит в телефоне и как построено приложение. Конкретно в нашем случае мы заметили, что положительный баланс кошелька, он сподвигает клиента на то, чтобы он пользовался сервисом снова и снова, потому что у него остается хвостик тех денег, которые он закинул раньше. Мы раньше позволяли уходить в минус баланса кошелька, однако это мотивирует пользователя уйти в другой шеринг, потому что там у него нету долга, а здесь у него есть уже долг. И в его сознании, если он хочет совершить поездку, то ему нужно сначала оплатить долг, потом еще закинуть дополнительных денег на поездку. Нет.
Поэтому мы поменяли эту систему и стали всегда держать положительный баланс. Когда у вашего пользователя всегда положительный баланс, у него есть мотивация поехать именно на вашем транспорте, потому что он уже предоплачен. Когда на кошельке есть какая-то сумма денег, клиент, он принимает решение поехать именно на вашем транспортном средстве, потому что он уже что-то туда положил, он уже сделал предоплату. Для него поездка стоит меньше, чем у другого оператора. Соответственно, сохраняя положительный баланс из поездки в поездку, вы всегда мотивируете клиента возвращаться именно к вам. Beautiful. Это очень важный момент, поэтому обращайте внимание при выборе софта на тех поставщиков, у которого есть внутренний кошелек, и баланс у этого кошелька должен быть положительный всегда. Находите тех клиентов, которые больше всего пользуются вашим сервисом. Это ваши адвокаты бренда. Это те люди, которые продвигают ваш бренд. Это ваши работники. Это ваши маркетинговые работники, которые платят вам деньги и плюс еще распространяют информацию о вашем бренде. Награждайте их, давайте им бонусы, давайте им статусы, придумывайте для них систему лояльности. Любыми способами поощряйте их, чтобы они рассказывали в своем окружении, какая классная ваша компания, какие крутые плюшки они от вас получили. Это будет их поводом для гордости, поводом похвастаться перед своими друзьями. Таким образом, они смогут распространять о вас информацию, и это будет работать как сарафанное радио. А мы все знаем, что сарафанное радио – это очень эффективный способ продаж и формирования отношения к бренду. Помимо того, что нужно делать, я бы хотел еще обратить ваше внимание на те ошибки, типичные ошибки, которые допускают операторы, когда планируют свой маркетинг. Ошибка номер 1, очень часто встречается, это надеяться на блогеров, надеяться на лидеров мнений. Я им дам самокат, они снимут видео, закинут его на YouTube, у него там 100 тысяч подписчиков, и о нас все узнают. Это не работает. Когда вы сделаете маркетинг качественным по пунктам, которые я ранее перечислил, блогеры сами к вам придут, и это будет дополнительный канал коммуникации с клиентом, который еще важно понять, какого рода блогер к вам пришел и что он собирается о вас сказать. Ошибка номер 2. Заливать рекламу в Instagram и в Facebook. Брать картинки с интернета, самокат, даже ваш самокат просто без пользователя и начинать заливать просто в рекламу, чтобы ваш самокат мелькал в ленте. Это так не работает, возможно, на заре социальных сетей это приносило какой-то отклик, но сейчас это сливается просто маркетинговый бюджет. Когда вы проводите ивент-маркетинг, у вас появляются маркетинговые материалы. И если эти материалы хорошо себя показывают без продвижения, то тогда следует залить на них дополнительную рекламу, когда вы уже поняли, что этот материал он нравится вашим пользователям и он формирует теплые взаимоотношения с ними. Только тогда заливайте бюджет на Facebook, Instagram и продвигайте те маркетинговые материалы, которые реальные, которые в реальном мире произошли на тех мероприятиях, которые вы сделали для ваших подписчиков, клиентов, тех, кто пользуется вашим сервисом. Ошибка номер 3. Отдавать маркетинг на племянницу, студента, девочку, там, мальчика, кто вроде как разбирается в социальных сетях. Маркетинг – это важная составляющая вашего бизнеса, и это должен делать профессионал. Наймите профессионального маркетолога. Покажите ему это видео. Пускай он внедрит все то, о чем я говорил в этом видео, все то, чем я поделился в этом видео. Если нужно, пускай напишет комментарий, я что-то поясню, если ему непонятно. Но наймите профессионала. Пускай профессионал занимается маркетингом и построением взаимоотношений между вашим брендом и потребителем, который пользуется вашим сервисом. С вами был Георгий Кощиновский, я SEO проекта Skutapi. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и до скорой встречи. Пока!